Иммунитет – это армия убийц. Они должны кого-то постоянно убивать. Мир стал излишне стерильным. Я более чем уверен, что Де Ниро привит. Иммунитет будет полноценным, но с одной большой поправкой – у выживших. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Детский стишок Сергея Михалкова вы наверняка помните с детства. Но так ли уж надо колоться? В 2019 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором назвала отказ от прививок одной из главных глобальных угроз для здоровья всего человечества. При этом количество тех, кто добровольно и сознательно отказывается от вакцинации, растет с каждым годом во всем мире. В стан антипрививочников даже Роберт Де Ниро записался. Ну как не поверить звезде Голливуда? Знаменитый актер-сотоварищи утверждают, что прививки подавляют иммунитет младенцев, которые только формируются, а также могут вызвать страшные побочные эффекты, например, аутизм. Но есть ли научные основания у этих доводов? И можно ли поставить точку в этом спорном вопросе? Подождите. Сегодня наука против мифов о прививках. Мифы о вакцинации – одна из любимых и самых частых тем в лекциях популяризатора науки Алексея Водовозова. В прошлом военный врач, подполковник медицинской службы запаса, сегодня он популярный научный журналист и медицинский блогер, член Ассоциации медицинских журналистов, а также врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог. Сегодня тема нашей программы, на удивление, актуальна. Вот у меня, например, недавно родился ребенок, моя жена сидела на форумах до бесконечности, выискивая информацию о прививках. Как действует прививка? Я так себе представляю, что, например, немножко там вируса, немножко гепатита А, немножко там чего-то еще вводит тебе в кровь. Он у тебя там где-то гуляет, и иммунитет учится с ним бороться. Но разве добровольно можно в себя ввести такую страшную штуку, как у оспы или вот гепатит А? Смотрите, здесь, опять же, непонимание небольшое. Мы вводим очень маленькое количество антигенов. То есть там иногда их бывает 1, 2, 3, 4, бывают там до десятка и так далее. Каждый день мы сталкиваемся с тысячами антигенов. Вот наш организм с ними сталкивается каждый день. Мы ходим по улице, мы общаемся с другими людьми, мы едим пищу, мы дышим воздухом. Там везде это все напичкано антигенами. Метро, это не важно. Мы сталкиваемся каждый раз. Причем мы их вдыхаем, в том числе через порезы мы их получаем внутрь, в кровь сразу непосредственно. Через желудочно-кишечный тракт то же самое. Мы постоянно с ними контактируем. Для этого у нас есть иммунитет. То есть это такая мощная система защиты, у которой такая эшелонированная оборона, причем по самым разным направлениям. Там могут быть и молекулы, может быть и слизь, это тоже часть иммунитета, например, что в ней просто все вязнет и потом выходит из нашего организма. Это тоже способ защиты. У нас есть специфические антитела, которые вырабатываются на конкретные антигены. И вот здесь мы просто добавляем еще один. Или там 2, или 10, хорошо, или там 100, например, этих антигенов. Мы просто дополнительно вводим. Ничего противоестественного в этом нет. Мы просто стимулируем естественный процесс. Точнее так, мы его симулируем, этот естественный процесс, для того, чтобы стимулировать иммунитет. Почему? Говорят, что переболеть лучше. Правда? Это правда. То есть иммунитет будет полноценным, но с одной большой поправкой: у выживших. И у тех, кто обошелся без осложнений. Да. Здесь есть еще одна интересная вещь. Смотрите, получается так, что люди говорят: зачем нам прививаться, болезни-то нет. И посмотрите, ведь никто не отрицает, у вакцин, как у любого фармакологического препарата, есть побочные эффекты. Это правда. Летальные исходы там тоже бывают. К сожалению, не бывает у нас. Вы можете пойти к стоматологу, вам ведут обезболивающие, и извините, все на этом. Таких случаев тоже много. Говорят, смотрите, столкнуться с осложнением вакцины гораздо больше вероятность, чем столкнуться с осложнением инфекции сейчас. Поэтому прививаться не надо. Звучит логично. Да, звучит логично. Пока мы не начнем вспоминать, почему мы сейчас не можем столкнуться с инфекциями. Потому что у нас есть вакцинация. Они называются, почему? Вакцина-управляемые инфекции. Они сдерживаются популяционным щитом. То есть у нас есть большое количество привитых людей, и если даже вдруг этот возбудитель в популяцию заходит, он не может распространиться.
Вот он 1-2 человека заразил, кто не были привиты или у кого там какие-то проблемы с иммунитетом. И все. И дальше вспышки нет. Не распространяется, да, ни вспышка, ни эпидемия, ни пандемия. Ничего этого нет. Почему? Потому что есть защита вакцинами. Получается, это очень распространенная ошибка. Люди начинают обращать внимание на вакцины просто потому, что их больше, чем инфекций. Раньше была оспа, всех там косило, теперь ее нет. Но есть, например, такой сайт antivacцина.org. Там собрано вообще бесконечное количество этих мифов. И вот один месячный ребенок, и он весит 5 килограмм, получает такую же дозу вакцины, вот того самого там чего-то там, гепатита или еще чего-то, что и 5-летний ребенок, который весит аж 18 килограмм. У маленьких детей с незрелой, неразвитой еще иммунной системой эта доза может вызвать, наверное, что-то страшное. Не может. Во-первых, повторюсь, любой человек, независимо от возраста, сталкивается с гигантским количеством антигенов. Маленькие дети же не так, они же дома в основном сидят. А какая разница? Вы извините, он получает эти самые антигены при общении с матерью, при общении с отцом, при общении с воздухом, который есть в квартире. И это хорошо. Это хорошо. Это помогает созревать иммунной системе. Потому что если мы создаем излишнюю стерильность, то есть нет никаких антигенов, или их очень-очень мало, иммунитет – это армия убийц, понимаете? Это тренированные убийцы. Они должны кого-то постоянно убивать. И как любая армия, которая стоит без дела, что они начинают? Мародерствовать. То есть они начинают уничтожать, например, свои собственные клетки, которые хоть как-нибудь похожи на возбудителей. Почему возникает аллергия в таких количествах? Почему возникают аутоиммунные заболевания в таких количествах? Одно из вполне логичных объяснений – мир стал излишне стерильным. То есть у нас нет на чем тренироваться иммунитету. И он начинает уничтожать свои собственные клетки. Если, например, в доме есть домашние животные, это хорошо. Если в доме, предположим, не каждый день там генеральная уборка с хлоркой и прочим, это тоже хорошо. Если ребенок ползает по полу, это нормально. Если он берет игрушки в рот, это тоже нормально. А если он ест из миски собаки, это проблема собаки. В общем, это как-то сегодня вот примерно так выглядит. Следующий тезис, который родился году в 98-м. Значит, статья тогда вышла Эндрю Уэйкфилда в журнале Lancet, Да. это серьезный медицинский журнал. Да. Она была посвящена тому, что прививки вызывают аутизм. Угу. До сих пор это довольно популярный тезис. Есть ли этому доказательство? В конце концов, медицинский журнал? Да, действительно, журнал. Это правда. Статья была. После того, как она появилась, это, вы понимаете, это очень громкое заявление. То есть оно должно подтверждаться еще чем-то. Результаты не подтверждались. То есть люди пытались воспроизвести в тех же самых условиях, все остальное, то есть повторить. И в науке это нормально. То есть, если у нас есть некое исследование, его результаты, мы его повторим, и оно становится воспроизводимым. Но эти результаты не удавалось воспроизводить никому. И британский журналист Брайан Дир, он специалист по расследованиям, по различным, он заинтересовался, а чего это вдруг так? Давайте-ка я посмотрю, что там было. И его результаты расследования были опубликованы, в том числе в британском медицинском журнале. Это ничуть не менее крутой журнал, сразу скажу, чем Lancet. Во-первых. А во-вторых, из Lancet потом статья Уэйкфилда и его соавторов еще 2, то есть это была из 3 человек команда, была отозвана. Почему? Потому что удалось доказать, что все, что там было описано, было сфальсифицировано. Причем с очень конкретной целью. Брайан Дир прекрасно это показал. Значит, смотрите, когда говорят, что антипрививочники – это люди, которые просто борются за правду, да, и которые бессеребренники и прочее, это означает, что им просто не приходят те деньги, которые получают люди, которые все это затеяли. Потому что в Соединенных Штатах, например, чрезвычайно распространенная вещь – это коллективные иски. Есть специализированные адвокатские конторы, которые подают массово, то есть, скажем, 5000 исков одновременно производителю чего-нибудь, например, к производителям вакцин. И они готовились подавать, одна из американских фирм готовилась подавать такой иск против производителя вакцины ММР, как раз куда входило и краснушный компонент, коревой компонент и так далее. То есть там их 3 составляющих. И они хотели доказать, что это связано с аутизмом и, соответственно, потребовать выплаты. Им нужна была документальная база, то есть подтверждающие исследования. И всего-навсего Уэйкфилда наняли.
То есть ему заплатили определенное количество денег. Все это, еще раз, подтверждается. То есть можно даже связаться с Брайаном Диром. Я с ним специально связывался. Мы переводили его расследование, публиковали на русском языке. Оно доступно, его можно найти. Кроме того, сам Уэйкфилд, например, создал небольшой свечной заводик, что называется. То есть какая была идея? Сказать, что тройная вакцина – это плохо. Нужно разбить ее на 3 разных. И Уэйкфилд был готов производить, у него все было на мази, что называется. Как только эту вакцину запретят тройную, он начинает производить одинарную. То есть по одному компоненту. И продавать естественно. То же самое, но просто поделенное. Совершенно верно. То есть это не шло к запрету вакцины. Это шло к тому, чтобы там подать иск в Соединенных Штатах, получить деньги. А здесь наладить производство альтернативы. Самое главное, что когда все это стало достоянием Генерального медицинского совета в Великобритании, Уэйкфилд и второй автор были лишены медицинской лицензии. Они уехали в Соединенные Штаты, где их тепло приняли Роберт Кеннеди в том числе и Роберт Де Ниро, те самые люди, которые сейчас флагманы антипрививочного движения зарубежного. Интересно, он своих детей не прививал тоже? Мне сложно сказать, то есть я это дело не отслеживал, но, как вы понимаете, чаще всего бывает так, что дети, наоборот, страдают. Да? То есть родители-то привиты, потому что я более чем уверен, что Де Ниро привит. Вот просто потому, что он рос в те времена, когда вообще не задавались вопросом, вот он полиомиелит, вот они люди, этот самый, на ходунках, на специальных, да, вот тот же, не знаю, Рузвельт, например, или еще там кто-нибудь. Вот они перед нами, эти люди, переболевшие и так далее. Вот она, натуральная оспа, она еще никуда не ушла. Вот они там еще остальные заболевания, тогда не возникало никаких вопросов, надо прививаться или нет. Почему хорошо быть антипрививочником? Ты не обязан опираться на факты, да? Потому что я вот сегодня, когда готовился, я вот могу просто показать, да, объем бумаг, который мне пришлось распечатать, просто для того, чтобы хотя бы на часть вопросов ответить, да? То есть здесь исследования, здесь подробные разборы и так далее, и так далее. То есть здесь масса всего, чтобы разобраться в том, что это неправда, нужно потратить, иногда до месяца. То есть нужно найти исследование, нужно его прочитать, нужно пересчитать, нужно понять, где там что было не так сделано. То есть вот это знаменитейшее исследование о том, что привитые дети болеют реже аутизмом, чем не привитые, это вот можно просто в учебники вносить, как классика, нарушение вообще всех принципов научного исследования. Там такое количество ошибок, что на него ориентироваться нельзя вообще ни в одном из параметров, вообще ни в одном. То есть это было, например, дети не изучались, опрашивали родителей. И помните ли вы, как ваш ребенок 10 лет назад, вот ему делали прививку, и как он себя чувствовал? Вот примерно такого рода были опросники. То есть сама информация исходная, как вы понимаете, она была крайне некачественной. Это настолько тяжело объяснять людям, что есть, например, Web of Science, своеобразная система базы данных, да, что есть ядро, то есть журналы, входящие в ядро Web of Science, это проверенные, хорошие журналы. А есть, например, хищные журналы, так называемые, те, которые публикуют что угодно за деньги. Причем есть список этих журналов, и как только мы начнем смотреть, а где публикуются вот эти антипрививочные статьи, выяснится, что почему-то в подавляющем большинстве это как раз те самые хищные журналы. То есть, если статья появляется, нужно еще посмотреть, а не отозвана ли она потом, как у Уэйкфилда. И выясняется, что да, и мы хорошо знаем, например, там есть Шоу и Тамленович, парочка очень интересных исследователей, офтальмологов из Канады, которые посчитали себя токсикологами и начали писать про вакцины алюминий. Так вот, подавляющее большинство их статей отозвано, но это не мешает им публиковаться. Они опубликовали, расшумелись, так сказать, по всему миру, антипрививочники немедленно все это по своим сайтам раскидали, и то, что статья в следующем была отозвана, это никого уже не интересует. Опровержение мало кого интересует. Главное, что вот громко бумкнуло, да. Они же есть, алюминий и ртуть, есть в вакцинах? Есть, но в несопоставимых количествах. Мы с пищей, например, с рыбой, мы получаем с одной порции морской рыбы ртути в несколько раз больше, чем во всех вакцинах, которые мы получаем за свою жизнь. Так и что ж, не есть рыбу, чтобы ртуть не получить? А смотрите, есть какие-нибудь проблемы с теми, кто ест рыбу? У них есть японцы аутизм. долго живут, и тунца едят. Так вот же. То есть вот вам доказательство. Гораздо большие дозы этой самой ртути, они не оказывают выраженного негативного влияния. А здесь они вообще микроскопические, то есть минимальные. Для чего они нужны? Это, например, та же ртуть – это консервант. Для того, чтобы этот продукт, вакцина, они сохраняли долго свою работоспособность.
По поводу доказательств. Вот на одном из сайтов, не знаю, на антивакцине или еще где-то, я их много посмотрел, такая фраза: «Нет научных исследований, призванных определить, на самом ли деле вакцины предотвращают заболевания». Графики, вот уже какие-то доказательства. Заболеваемости скорее показывают, что прививки вводились в конце периода эпидемии, когда болезнь уже была на последней стадии. Прекрасная иллюстрация того, как антипрививочники относятся вообще в принципе к доказательной базе и ко всему остальному. Они подбирают только то, что ложится в их картину. Подождите, график был? Был. Мне его присылали неоднократно. И чаще всего он выглядел вот таким образом, пока вот на верхнюю часть не обращаем внимания. Смотрим на вот эту. Это заболеваемость, это смертность, точнее в Соединенных Штатах от кори. Так. Получается так, что где-то с 1920-х годов примерно смертность резко пошла вниз. И к моменту введения вакцины, вот здесь эта линия, смертности уже не было. Все вроде логично, да, то есть все замечательно. Но смотрите, во-первых, есть достаточно четкие объяснения, почему это происходит. Медицина пошла вперед. То есть мы можем спасать сейчас тех людей, которых раньше спасать не могли. И когда появилась вот примерно, да, середина 20 века, что это? Реаниматология. У нас появилась возможность искусственного дыхания и так далее, и так далее. То есть мы сумели вытаскивать людей из тяжелейших пневмоний, из тяжелейших менингитов, энцефалитов, то есть тех осложнений кори, которые встречались достаточно часто. Именно поэтому такое количество. Но если мы возьмем график целиком, а целиком его антипрививочники не показывают, потому что это не укладывается в их картину мира, то выяснится, что вот это вот верхняя – это заболеваемость. И она была чрезвычайно высокой до момента введения вакцины. Спрашивается, а при чем тут заболеваемость? Ну, дело в том, что корь-то страшна не только летальными исходами, но и осложнениями. Огромное количество осложнений, менингоэнцефалиты там, и так далее, то есть куча вот всего. Вот то, от чего спасать надо, искусственная вентиляция легких и все такое. Да. То есть получается так, что да, и заболеваемость тоже пошла вниз. Но только после того, как была введена вакцина. По коре еще есть одна интереснейшая вещь. Говорят, не изучается. Изучается. Здесь у меня выписка, скажем так, абстракт, что называется, еще одного интересного исследования, опубликованного в журнале Science. То есть это совсем не просто так, это просто крутейший вообще, в принципе, в мире журнал по любым научным направлениям. И здесь, значит, что делали? В Нидерландах есть такая интересная штука, называется библейский пояс. Наверняка слышали, это либо в Соединенных Штатах, либо в Нидерландах, либо в каких-то таких странах с выраженной религиозностью в том числе. Есть места компактного проживания людей, именно религиозных. И один из постулатов, который они, так сказать, проповедуют, это отказ от вакцин. То есть мы получили неиммунное общество, причем компактное. И, естественно, оно изучается со всех сторон, вдоль и поперек. Вот буквально 2019 года, значит, что здесь? Естественно, с родителями договорились, то есть получили их информированное согласие, что называется. Взяли 82 непривитых ребенка и стали наблюдать за ними. То есть там вокруг полыхала корь, и, естественно, ученые ждали, что произойдет. Ну, что произошло? 77 из 82 заболели. Да. Но это еще не все. Это как бы не показатель. Это не было основным в этом исследовании. Потом стали изучать, смотреть состав антител. Вообще, в принципе, какие антитела у человека оказались. И выяснилось, что корь огромную брешь пробивает в нашей иммунной защите. То есть вирус кори, он от 11 до 73% репертуара антител уничтожил этот вирус. То есть человек переболел корью, и у него возник вот такой вот огромный иммунный провал. Самое главное, мы держим эти вакцины при помощи вакцинного щита, всего остального. Мы не даем им выйти на оперативный простор. Как только они выходят в популяцию, это вот на коре, кстати, очень хорошо показано. Сейчас там начинают постепенно бить тревогу, в том числе ученые. Это вот свежие данные 2019 года, корь мутирует. То есть у нее появляются новые свойства. Почему? Потому что она проходит эти пассажи через людей. Почему грипп такой страшный? Потому что мы его остановить не можем. Он то в перелетных птицах, то в свиньях, то в хорьках, то потом в людях. И постоянно он обращается между этими разными живыми организмами, набирая различные свойства интересные. Он эволюционирует. Если мы дадим ему эволюционировать всем остальным инфекциям, они убегут от нас очень далеко. Они научатся сопротивляться очень быстро. То есть мы сдерживаем вакцины, мы не даем им развиваться, не даем им эволюционировать. Именно поэтому вот эти прививки, которые у нас есть, они все еще до сих пор работают. Просто потому, что, ну, например, когда я учился в Ленинграде тогда еще, в военно-медицинской академии, нам не смогли показать ни одной дифтерии в городе. На весь город. Ну, просто потому, что ее не было.
А вот зато потом, в 90-е годы, когда я уже служил в армии и достаточно далеко от Москвы был, этих дифтерий я насмотрелся именно потому, что появились вот эта вот пена, да, пошла в перестройку. Пена – это огромное количество антипрививочной литературы. И сказали, что нужно отказываться от всего советского, вакцины советские, значит, мы от них отказываемся. И мы получили вспышки дифтерии, вспышки других заболеваний, которых мы не видели во время учебы. Да? Врачи даже не умели их распознавать. Я насмотрелся на все. Вот вообще на все, на что только можно. И столбняки видел, и эти самые, и дифтерию, и прочее, прочее. Понятно, что болезни эти все страшные. Вакцины нужны, безусловно, но все-таки есть же от них какая-то опасность. Вот смотрите. Опасность есть, конечно. Тезис какой? Нет долгосрочных исследований безопасности вакцин. Есть. Проводятся лишь краткосрочные проверки, где привитые испытуемые сравниваются с группой, которые ввели другую вакцину. На самом деле сравнивать нужно с группой непривитых. Более того, не существует тестов для определения действий комбинированных вакцин, а ведь ребенок получает не одну, а сразу много прививок. Ну вот за год моему ребенку сколько сделали прививок? Много-много. Да, действительно есть осложнение вакцин. Повторюсь, этого никто не отрицает. И очень часто мне кивают на американцев. Вот они выплачивают огромные деньги за вред от вакцин. Я скажу, что да, действительно есть федеральная программа Министерства здравоохранения Соединенных Штатов по возмещению вреда, нанесенного вакцинами. Есть так называемый вакцинный суд. Это отдельный офис генерального прокурора, который этим занимается. Действительно принимаются иски, то есть люди пишут, что вот нам сделали такую-то вакцину, нам стало плохо, будьте добры нам это дело компенсировать. Но вот если мы посмотрим, то за все время существования этой программы было людям введено примерно 2,5 миллиарда доз и присуждено 2277 компенсаций. На 1 миллион доз одна компенсация. Вот. Это, еще раз, то есть это все доказывалось в суде, с документами, со всеми необходимыми исследованиями, анализами и прочими. Хотя заявлений, конечно, было кратно больше. То есть заявлений было существенно больше, просто подавляющая часть из них была отклонена. Почему? То, что произошло после вакцинации, не обязательно произошло вследствие нее. Например, в замечательной книге Пола Оффета «Смертельно опасный выбор», ее перевели на русский язык, она есть, можно почитать. Он приводит такой случай, что к нему пришли, он педиатр, сам по себе иммунолог, к нему пришла пара с ребенком на прививку. Посидели и передумали. Ушли домой, и, к сожалению, в эту ночь синдром внезапной детской смерти. И потом, когда он общался с этими родителями, они сказали, вот если бы нам сделали прививку, нас бы никто в мире не убедил, что вот это произошло не из-за прививки. Понимаете как? Вакцина – это зло, с одной стороны, как любая медицина. Любое медицинское вмешательство – это зло. Это без вариантов. Но вопрос в том, что мы это зло применяем против большего зла. Инфекция – это, безусловно, большее зло. Поэтому мы меняем меньший риск осложнений и больший. Но выбор, на мой взгляд, по-моему, очевиден. Я понимаю родителей, которые к этому относятся очень настороженно. И среди них, да, действительно, есть люди рациональные, которые пытаются защитить ребенка от каких-то неизвестных рисков, да. Главное, что неизвестный. Он непредсказуемый, неизвестный. И с другой стороны, опять же, вот та же улица, да, это тоже непредсказуемое, неизвестно, что происходит. Он пошел в садик, там тоже вещи непредсказуемые творятся, вы вообще это никак контролировать не можете. Но здесь возникает иллюзия, что я могу этим управлять, я могу это контролировать. То есть я могу отказаться. Это означает, что ребенку не нанесут, пусть даже эфемерный, пусть даже минимальный, но какой-то вред. И плюс, естественно, у родителей, особенно когда дети маленькие, основные инфекции. Почему прививание производится именно в этом возрасте? Просто потому, что умирают чаще всего от этих инфекций в этом возрасте. Скажем, коклюш опасен до 24 месяцев. Поговорите с нормальным, с адекватным, с грамотным педиатром. Почитайте не вот эти вот истеричные сайты, где все давится на эмоции и так далее, а почитайте нормальные книги. Почитайте Оффета, не знаю, почитайте Сергея Бутрия, например, нашего замечательного педиатра, который в прошлом был антивакцинатором сам по себе. То есть такое тоже бывает. Это не у всех, конечно, происходит, потому что иногда бывает так, что антипрививочность – это часть мировоззрения. И если мы пытаемся вытащить этот кирпич из мировоззрения, человек будет... Нет, он будет до последнего держаться, иначе оно рухнет. И, к сожалению, далеко не всех получается переубеждать или еще что-нибудь. Потому что, повторюсь, мне неоднократно приходилось видеть, я давал вот эти вот исследования, скажем, распечатанные человеку, показываю, а он видит там то, чего там нет.
То есть у него настолько искажено восприятие, что вот он что-то отрывочно увидел, вот смотри, говорит, а вот здесь вот так и вот здесь вот так, значит вот так. И он это складывает именно так, как у него в мировоззрении это. Информация – это оружие массового поражения. Колите. Надеюсь, мы смогли убедить вас в необходимости вакцинации. Однако, если вы, например, беспокоитесь за здоровье своего маленького ребенка, не всегда стоит слепо следовать национальному прививочному календарю. Иногда можно и даже нужно составить свой, индивидуальный. Причин тому несколько. Например, если у ребенка высокая температура или резкая аллергическая реакция, или он просто плохо себя чувствует после того, как у него резались зубки. Есть и другие причины. Главное, что это не является противопоказанием для вакцинации. Прививку просто стоит отложить.